Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Так, первая глава, первая песня, восьмая глава, которая называется «Молитвы царицы Кунти». И мы постепенно приближаемся к молитвам царицы Кунти. Стих 14. Прочтем сначала санскрит, пословный перевод, потом литературный перевод и комментарий. Антастхах сарва бхутанам атма йогешвара харих свамая явринот гарбхам вайратьях курутантавим. Антастхах сарва бхутанам атма йогешвара харих свамая явринот гарбхам вайратьях курутантавим. Может быть, кто-то хочет повторить, если у кого-то под рукой Бхагаватам. Нет, я тогда перейду к пословному переводу. Антахстхах, пребывая внутри, сарва, всех, бхутанам, живых существ, атма, душа, йога Ишвараха, владыка всех мистических сил, Харихи, Верховный Господь, Свамаяя, своей энергией, Авринот, покрыл, Гарбхам, плод, Вайратьях, уторы, Курутантаве, ради продолжения рода Махараджи Куру. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абхай Чарнаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Кришна, владыка мистических сил в виде параматмы, пребывает в сердце каждого. Поэтому, чтобы защитить потомка династии Куру, он окружил плод во чреве Утары своей личной энергией. Комментарий. Владыка мистических сил в виде параматмы своей полной части может одновременно находиться в сердце каждого и даже в атомах. Поэтому, пребывая в теле Утары, он оградил плод, чтобы спасти Махараджу Парикшита, потомка Махараджи Куру, чьему роду принадлежал и царь Панду. И сыновья Дритараштры, и сыновья Панду принадлежали к одной династии, ведущей свое начало от Махараджи Куру. Поэтому их обычно называли Куру. Но чтобы отличать два эти семейства, сыновей Дритараштры именовали Куру, а сыновей Панду – Пандавами. Но поскольку сыновья и внуки Дритараштры полегли в битве на Курукшетре, последний потомок династии называется здесь сыном Куру. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупам Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатарупьясча Крипа Синду Бьяевача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Сади Гаур Бхактавринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Шри Кришна, владыка мистических сил в виде параматмы, пребывает в сердце каждого. Поэтому, чтобы защитить потомка династии Куру,
он окружил плод в чреве Уттары своей личной энергией. Немножко освежим саму историю в памяти. Так, Ашватхама, он второй раз применяет Брамастру, уже направленно и скрыто, латентно, для того, чтобы уничтожить потомка династии Куру, как здесь говорит, в смысле, как говорится, что здесь называется Куру, да, именно Вайратьях Куру, Тантавы. И Шрила Прабхупада объясняет, что в принципе до правления Дритараштры двоюродные братья, они считались всегда, как бы не различались, там, дядя, тетя и так далее. То есть мы даже видим, что в Махабхарате пандавы обращаются к Дритараштре как к отцу, как к старшему отцу. То есть не было такого, что дядя, тетя. Но Дритараштра уже стал разделять. В первых стихах Бхагавад-гиты он задает вопрос Санджае, что делают сыновья Панду и мои сыновья, собравшись на поле Курукшетра. Он как бы разделяет их уже, и это понятно. Но здесь говорится Куру. Куру, как раньше династия Куру, в общем, все наследники, и Пандавы, и Кауравы, Шрила Прабхупада объясняет, они были наследниками Мараджи Куру, основателя династии. И поэтому Парикшит, один из последних наследных принцев, который еще не был рожден, который находился в чреве Уттары, он был фактически прямым наследником, и для того, чтобы уничтожить его, Ашватхама решается выпустить Брамастру. Но очень подробно разбирали там причины этого всего, антологию, там, как это все, почему и так далее. Сегодня хочется поговорить о другом. Сегодня хочется поговорить о Йогешваре. Йогешвара Харих. Да, Йогешвара, владыка всех мистических сил. Харих, Верховный Господь. Здесь Кришна называется владыкой всех мистических сил, Верховным Господом, Хари. И Анастхас, да, пребывая внутри Сарва, Бхутанам, всех живых существ, как Параматма. То есть, и вот здесь может возникнуть вопрос у неискушенного читателя, каким образом Кришна может находиться одновременно и в сердце каждого, и снаружи, и вовне, как мы поем. И Тонар Симхо, Паратонар Симхо, то есть ты и здесь, и снаружи, и внутри. Я то, Амита Тонар Симхо, ты и там Нарсимха, и здесь Нарсимха. Ты повсюду, да, как говорится. Бахир Нарсимхо, Хридае Нарсимхо. Вот, то есть и в сердце, и снаружи, и там, и сям, и везде. Куда бы я ни посмотрю, везде ты. Как такое возможно? И Кришна как раз в Кришне выдает это верховную личность Бога, потому что мы знаем, что в отличие от мистиков, которые могут себя распространять какое-то количество копий, именно копий, да, как Саубари Муни, то есть личность одна, но копий много может быть. Да? Каким-то образом эта личность контролирует эти копии своим сознанием, но ограничения существуют, там 20, 30, 50. Вот Саубари Муни, великий йог, он решил жениться на 50. Такое сильное вожделение у него было, что он решил жениться на 50 дочерях царя одновременно. И он распространил себя, говорится, в эти 50 форм. Но это вот предел мечтаний йогов. Они могут себя в какое-то количество форм распространять, причем это только копии. Подобно тому, как ученые сейчас пытаются клонировать что-то. Есть фильмы по научной фантастике, когда клонируют как бы копии. Но очевидно, что даже если удастся клонировать человека, то это будет копия. То есть личность там будет другая. Но Кришна, он является йога-ишварах, да, владыкой всех мистических сил. И не просто йога-ишварой, да, но еще и Харих. Он является Верховным Господом. В Шримад Бхагаватам описывается, как Кришна распространяет себя во время танца раса в миллионы форм. И при этом говорится, что не то чтобы, знаете, он танцует, вот с Радхарани танцует Кришна, своям Бхагаван, да, а со всеми остальными гопи танцуют, как бы вот его экспансии уже. Нет, это сам он, непосредственно сам, своям Бхагаван, то есть сам Бог, сам Кришна. Таким образом,
И есть другое доказательство, которым стал свидетелем Нарада Муни. Нарада Муни тоже было очень интересно. Да, я знаю, что он Йогешвара, он может стать меньше и меньше, больше и больше, он повелитель всех мистических сил, всех 8 совершенств мистических. Но как же одновременно он может находиться в 16 108 дворцах? И он стал исследовать этот вопрос. Он, несмотря на то, что он нитья ситха, он также, в общем, применяет разум, да, вера и разум. То есть он не просто берет на веру, он исследует эту тему. Он проповедник, он должен досконально убедиться уже в том, что это действительно Кришна, а не его копия. Вот. И что интересно, что путешествие по этим 16 108 дворцам в Двараке, он увидел везде одного и того же Кришну. Одного и того же Кришну. Где-то он играл с детьми, где-то выполнял свои обязанности семейные, где-то возжигал огонь для яги, где-то он, так сказать, общался с министрами или своими начальниками, где-то он плескался в бассейнах там или в прудах, вот, со своими женами и так далее. Но суть в том, что он был везде, везде. Он тот же самый Кришна, Своям Бхагаван. И в этом смысле это очень, очень сильно выдает в нем верховную личность Бога. То есть он, ну, он, в общем-то, не скрывал, да, но те, кто сомневался, мог увидеть, да, и это было подтверждением того. То есть он является Йогишвара Харих. Он одновременно может быть в разных местах, поэтому абсолютно неудивительно. С одной стороны, он стоял рядом с Уттарой, с другой стороны, как Параматма, здесь говорится, он своей энергией защитил плод, Махараджа Парикшита защитил плод. И его энергия, очевидно, выше любой самой могущественной материальной энергии. Да, потому что ядерное оружие считается, в общем-то, не только у нас, но и в те времена считалось оружие Брахмы, Брамастра. Это самое высшее, самое могущественное оружие материального мира, выше которого не существует просто, да, вот, ну, в этом материальном мире. И также Кришна, не являясь бы Йогишварой, да, не являясь бы Хари, Верховным Господом, он не смог бы защитить. Да, какими бы мистическими способностями он не обладал, он не смог бы защитить. Но он дважды защитил Вселенную от Брамастры Ашватхамы. Первый раз, когда он применил ее ненаправленно, а как бы вот так вот, практически во все пространство оно было описывалось, что распространился свет во все стороны света, и подогреваться Вселенная стала поджариваться просто, вся Вселенная. Представляете, сила. Вот. И Кришна первый раз защитил тогда Вселенную. И сейчас, когда Брамастра была направлена, уже целенаправленно, Кришна второй раз защитил. Таким образом, мы видим, что его энергия, которую в данном случае он проявил, покрыл плод, она не является материальной, она духовная. Это опять же выдает в нем Йогешвару, Парам Браму, верховную личность Бога, Докшаджи. И, значит, в этом смысле Кришна, он, не задумываясь, защитил плод Уттары, понимая, что это наследный принц и что он продолжатель дела, так сказать, Юдхиштхиры, Арджуны и так далее. И Кришна, мы видим даже на протяжении вот его просто вот жизни, скажем так, 5000 лет назад, когда он явился как Своям Бхагаван в своей изначальной форме, мы видим, как он постоянно защищает своих преданных. Мы знаем, сколько раз он защитил пандавов, как часто он защищал пандавов. Он защитил Друпади от позора, став ее бесконечным сари. Он защитил Махараджа Парикшита. Он защитил 16 108 жен, которые 16 тысяч жен, да, 16 100 жен, да? Нет, 15 тысяч, неважно. Жен, царей, похищенных Бхаумасурой. Он защитил Рукмини, которая не хотела выходить замуж за, так сказать, нежеланного
претендента, да, и она молила Кришне о том, чтобы Кришна похитил ее, несмотря на то, что она ни разу не видела ее. Она просто слышала о нем, Шраванам, такая сила Шраванам. Кришна защитил ее и многих-многих других преданных. И подобно этому Кришна явился как Своям Бхагаван, как в форме Нарисимха Дева, получеловека, полульва, множество лет назад, для того, чтобы защитить своего чистого преданного. Прохладу можно задать вопрос, но что-то он не особо спешил. Да, то есть смотрите, сколько Прохладе Махараджу пришлось перетерпеть вообще. Его и бросал отец под ноги слонам сумасшедшим, да, и бешеным слонам, бросал к змеям, пытался сжечь его, пытался сбрасывать с утеса, ну там с большой горы, кололи его, значит, оружием, копьями, вот. Более того, окунали в кипящее масло, но это масло превращалось в цветы. Кришна, он не спешил как-то, да, и даже Лакшмиджи, она упрекнула его, сказала: вот ты ждешь, смотри, твоего преданного обижают. Может сложиться такая ситуация, что а где Господь, где Господь? Вот Нарисимха Дев, он как-то так не сразу появился. Или, например, Харидаса Такур избивали на 22 базарных площадях. И, в общем-то, мы не видели, что Господь как-то это пресек прям вот, ну, сразу, да, там, мгновенно. Иисус был распят на кресте, и он фактически несколько дней находился там. Ну, как минимум сутки. Это болезненное ощущение просто. Ужасно. Есть описание того, с точки зрения медицинской, что может чувствовать человек распятый, какие там процессы происходят. Это ужасное натуралистическое описание, которое показывает, ну, просто нам, вот, привыкшим, знаете, вот уже вот увидеть просто, да, увидеть, что это, увидеть эту боль, для того, чтобы как-то, ну, немножко, ну, понять, что же это за жертва была, что же это за подвиг был. Вот. И где был Господь, можно спросить. Где был Господь в это время? Почему Он не тут же не кинулся, не спас своих чистых преданных? Почему Он ждал в случае с Друпади? Почему Он не сразу приходит на помощь? Вот вопрос возникает в этом. Прежде чем Господь появился как Нарисимхадев, Прохлада Махарадж протерпел столько всего. И есть ли какие-то соображения на этот счет, дорогие преданные? Да. Да, простите, можно сказать, вот какие мысли сейчас? Просто вы говорите, мысли такие, что, ну, Кришна же там был, это масло, которое превращается